доброе утро! Сегодня мы едем в термальные источники в Арчену. Это огромный бальнеологический курорт. Кушать? Булочку? Сейчас. Ехать нам 1,5 часа. После Арчены мы хотим отправиться в еще один очень красивый город-порт Картахену. Мы приехали в Алтею, небольшой городок, который расположен в 13 километрах от Кальпе. Мой муж не выдержал. Он ищет название этому памятнику и не может определиться. Этот квартал и это место мне чем-то напоминает греческий Крит. Ну дай ей булочку. Боже мой. Ну куча ж булок, возьми другую. Кушаешь? Бальнеологический курорт Арчена, куда мы сейчас направляемся, представляет собой лечебно-оздоровительный комплекс с термальными водами, занимающий около 200 тысяч квадратных метров в природном заповеднике Валье-де-Рикоте в 24 километрах от Мурсии. В Арчене мы немного заблудились по навигатору, покрутились по центру, ну вот наконец-то уже приближаемся мы к термальникам. Мы приехали в термальные источники Арчены. Стоимость входа 12 евро взрослый на целый день. И ребенок, такой как Тая, 8 евро. Идем. На территории источников находятся несколько отелей, и люди приезжают сюда на неделю лечиться. Бальнеарио де Арчена – один из самых востребованных термальных курортов региона Мурсия. Вода здесь серо-сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевая. Сам источник имеет температуру 52 градуса. Возраст подземных ключей 15 тысяч лет. И эти источники признаны одними из самых древних на планете. Здесь множество раздевалок. Идите переодевайтесь. И даже есть для ребенка вот такой пеленальный столик для малыша. Здесь, в термальном комплексе, фотографировать и снимать нельзя. Нас сейчас будут усиленно гонять. Сейчас мы идем плавать с Алисой. А еще шапочки заставили надеть на всех. Зачем она мне, я вообще понятия не имею. Она меня очень сильно раздражает. Но без нее в бассейн не пустят. Люди со всего мира приезжают сюда лечиться. И чтобы лечение дало результаты, находиться рекомендуется здесь 2-3 недели. Здесь на территории комплекса несколько бассейнов, несколько внутренних, есть детский, мы в него чуть попозже пойдем, и есть большой уличный, панорамный. И еще здесь вокруг этого комплекса куча гостиниц. Да. Ты приезжаешь в гостиницу, выбираешь себе то 3 или 4 гостиницы, а бассейны одни на всех. Ты сама не можешь. Сама ты не можешь. Все процедуры здесь состоят из 2 элементов – минеральные воды и лечебные грязи. Я вот не пойму с моими косичками, зачем мне эта шапка. Положено. Порядок есть порядок. Алису пустили без шапочки. Иностранцы все в шапочках. Да? Привет, Алиса! Не надо будет быть лицо, доча. У нас только 2 шапочки, будем меняться. Потому что шапочка стоит 3,50 евро, а у нас в гостинице 5 евро стоит. Сэкономили 1,5 евро. Кстати, по входным билетам мы взяли не простые билеты, а есть еще такая опция. Family тариф, да, здесь есть. Они выгоднее. Они про него не говорят никому, но Это мы нашли в интернете. на сайте есть. То есть и он единый для всех семейных 9 евро. То есть малость, но экономия на шапочке. За ней, Лена. Стой, сейчас мама тебе сама не иди, будет звук сама не иди. Постой там. Сейчас с папой пойдем, с папой сейчас пойдем. Постой минуту, я с тобой приду, хорошо? Тут рядом также находятся кафе, рестораны.
Еще есть еще один внутренний бассейн. Мы туда скоро пойдем. Тут всего сколько бассейнов? 4? 3 и есть комплекс саунд, но он оплачивается отдельно. Здесь везде одинаковая глубина. Стой! Забрать тебя? Сегодня мы постараемся показать вам весь этот комплекс, насколько это возможно в жестких условиях, когда охранник бежит за тобой и кричит, что съемка запрещена. Больше всего запрещают снимать на улице. Вот здесь. Странно. Закралась мысль, что за этой горой какая-то секретная военная база. Иначе чего так нервничать? Мы перешли в другую часть комплекса, и здесь территория побольше. Ой, нет, это неправильно. Меня течение унесет. Подожди, я не могу. Меня уносит туда. Гена, собери ее, я не уловлю ее. Меня уносит туда, блин, я не могу вылезти. Здесь течение. За Алисой здесь, конечно, глаз за глаз, потому что течение огромное сносит, я еле смогла вылезти. А ее вообще нужно держать постоянно. Детский бассейн? Да, иди. Детская зона, лягушатник. Неожиданно, но в детской зоне кроме нас с Алисой никого не оказалось, и это хорошо. Здесь мне везде по колено, а Алисе по пояс. Игрушечки, да? И здесь вода горячее, чем во взрослом. Раз в 10 минут включаются эти бульбашки и получается джакузи гидромассажное. Доця, тебе нравится? Алис, А Тавик позовем? Вот тут есть две арки. Вот одна, вон вторая. И вокруг них идет течение, которое выносит на уличный бассейн. И там ты просто по кругу плывешь очень быстро по течению сюда. И выйти, когда ты на улице плывешь, почти невозможно. Вот этот страшный круговой бассейн с течением сильным. Я сюда с Алисой попала и включили как раз течение, очень сильно перепугалась. Чтобы включить эти массажеры, нужно нажать на вот эту белую кнопочку. А мы сначала не поняли и ждали, пока они включатся сами. Здесь нет такого, как у нас в Украине, например, в термальниках Косино или Берегово. Ты платишь за вход и можешь находиться там 3 часа. Если вовремя не вышел, будь добр, доплати. А здесь заплатил, и у тебя безлимит. Сиди хоть до вечера. Я хочу еще раз покрыть бассейн по течению. Тут, чтобы включить течение, нужно нажать на кнопку. Если на зеленую, то оно есть, если красная, то его нет. Ты просто рукой не могу стоять. Пожалуйста. Нервная система у меня слабая, и я не могу спокойно смотреть, как играет Алиса с папой тут. Может нырнуть, напиться этой воды, поэтому я отсюда убегаю.
покупались. Сейчас будем ехать в Картахену. Час дети поспят в машине. Комплекс хороший, в принципе, такой неплохой. Но единственное, что не хватает, фенов в раздевалках нет. Они полностью отсутствуют. И вот мы сейчас вышли, голова мокрая у всех. Не продумано. Да, да, зайка. Алисе кепочку надели. Давай, идем в машину, скорее. Пошли. Пока будем ехать, обсохнем. Ехать нам примерно час, мы не спешим, потому что дети вырубились буквально сразу же, как мы вышли из термальников, пусть поспят. А потом надо будет пообедать нормально, ну и можно гулять. На обратном пути мы заехали в Картахену. Красивый город-порт на побережье Средиземного моря. Красиво здесь, да? В этот порт заходят огромные круизные лайнеры на несколько дней. В Картахене вообще есть очень много достопримечательностей. Есть Римский театр, сейчас мы постараемся к нему поближе подъехать. Есть очень большая пешеходная улица с кучей магазинов, сувенирных лавочек, кафешек, которая работает круглосуточно. А пока мы приближаемся к центру Картахены, к сожалению, римский амфитеатр оказался закрыт. Вечер уже. Расскажу вам о нем немного позже и покажу, как он выглядит. Сейчас мы находимся в главном пешеходном квартале Картахены. Расскажу вам об амфитеатре, в который мы не попали. Обнаружили этот амфитеатр относительно недавно, в 1988 году, и ему 2000 лет. Обнаружили его на руинах старого храма, а храм этот был разрушен во время гражданской войны. Совсем случайно мы застали вот такое вот красивое поднятие флага. Trees of green, red roses too. I see blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see sky. А теперь придется очень сильно поспешить, потому что мы уже опаздываем в наш отель, в ресторан на ужин. И если опоздаем, придется идти куда-то в кафе на набережную. Мы так спешили на ужин, приехали впритык, буквально за 5 минут до закрытия ресторана. Детская дискотека по вечерам. Завтра придем с Алисой. Wow.